Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас на канале «Делаем вместе своими руками». С вами Андрей и Наталья. Сегодня мы будем шить небольшую картинку из джинсовых лоскутков. Хотим поделиться своим опытом изготовления аппликации. Покажем, как аккуратно и надежно собрать картинку, чтобы она могла пережить не одну стирку. Мы уже показывали аппликацию листики, мозаику зайчика, снежинки. Подробные видеоролики о том, как это сделать, есть на нашем канале. Сегодня мы будем собирать картинку-аппликацию вечернего города из остатков джинсовой ткани. Композицию сделаем из небольших, но очень симпатичных домиков. В дальнейшем мы планируем использовать эту картинку при изготовлении сумки. Вначале, как обычно, берем старые джинсы и распускаем их на лоскутки необходимого нам размера. Первым делом нам нужен лоскуток для основы. Мы вырезали из джинсов кусок 41 на 26 сантиметров. Джинсовую основу обработали по краю простым зигзагом, чтобы края основы не обремкались и не расползлись во время работы. Сделали основу. Теперь рисуем эскиз. В эскизе мы фиксируем замысел, определяем размеры объектов, составляем композицию, определяемся с формой, количеством и цветом. На бумаге это сделать намного проще и в конечном итоге быстрее. Я, например, делал наброски трижды, и только в 4-м варианте все встало на свои места. Сделали эскиз, начинаем вырезать лоскутки и раскладывать их на основе. Подгоняем отдельные элементы, прикладываем лоскут, рисуем на нем швейным мелком и обрезаем все лишнее. Нарезать лоскутки можно и ножницами, и кольцевым ножом на коврике. У меня подходящих острых ножниц под рукой не нашлось. Раскладывая лоскутки, сверяем с эскизом композицию, а цвет и фактуру подбираем по месту. Композицию мы сделали. Теперь обводим ее по контуру швейным мелком. Высокая точность в данном случае не имеет большого значения, поэтому мы не фиксируем ткани булавками. Обвели мелком композицию по контуру. Теперь рисуем на домиках окошки и двери тем же самым швейным мелком. Этот мелок исчезнет после того, как мы прогладим аппликацию горячим утюгом. Окна и двери мы нарисовали. Теперь будем вырезать окна с помощью ножниц и кольцевого ножа. Большую часть работы делаем кольцевым ножом, а ножницами подрезаем нитки, которые не прорезал нож. Все окошки я вырезал примерно за 15 минут. Теперь убираем композицию из лоскутков и видим, что на основе у нас остался контур композиции. В размер этого контура вырезаем кусок клеевого флизелина. Флизелин не должен выходить за границы контура. Сверху на флизелин по контуру выкладываем композицию. Выложили домики из лоскутков. Подбираем по цвету ткани внутри окошек. У нас осталось много маленьких обрезков от предыдущих работ. Их мы и используем. Постараемся подобрать цвета и рисунок. Лоскутки должны быть не слишком темные и не слишком большие. Чуть больше самого окна, так как джинсовой ткани тоже нужно достаточно места, чтобы приклеиться к флизелину. Вложили маленькие лоскутки во все окошки. Теперь с помощью горячего утюга приклеиваем ткань к флизелину. А лоскутки, которые не приклеились утюгом, приклеиваем клеевым карандашом. И совсем не обязательно использовать двухсторонний флизелин. Односторонний флизелин тоже хорошо подойдет. Для следующего этапа нашей работы мы устанавливаем на швейную машинку лапку для свободно ходовой стежки и пришиваем все лоскутки к основе. Главная наша задача – пройти в 3-4 мм от края ткани и зафиксировать нитки лоскутка, чтобы нитки потом не посыпались. Проходим
край ткани 2-3 раза по принципу штопки. Делается это очень быстро. Нужды в специальных навыках нет, так как высокая точность тут не требуется. И к тому же нитки практически в цвет ткани. Вот что получается. Мы прошили по краю свободно ходовой стежкой. Теперь джинсовая ткань точно не посыплется. Если не укрепить ткань и сразу прошить края зигзагом, то после первой же стирки нитки все равно где-нибудь довылезут. Теперь прошиваем края лоскутков зигзагом. Чтобы нам было комфортно работать зигзагом, используем лапку с открытым мысом. С такой лапкой строчку очень хорошо видно, поэтому ее можно полностью контролировать. Даже распушившуюся по краям довольно рыхлую ткань можно зафиксировать таким нехитрым способом. Вначале у нас даже была идея оставить края некоторых домиков и крыши пушистыми, но подумав, не стали экспериментировать в этот раз. Обработали края зигзагом. Там, где ткань более рыхлая, шаг строчки использовали поменьше, а где ткань поплотнее, шаг побольше. Теперь будем прошивать окна изнутри прямой строчкой. Для окон мы используем более темные и толстые нитки, а в конце делаем закрепки, чтобы потом не вязать узлов. Все, практически готово. Строчкой зигзаг сделали трубу, а прямой строчкой маленькую антенну. Наверное, можно добавить еще трубу, кошку, звезды и луну. Главное здесь не переусердствовать. А на этом на сегодня все. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь и пишите нам. Мы читаем все комментарии. Всего вам доброго. До свидания.